Глава 18. Город, в котором можно заблудиться. С улицы уже тянуло жаром, когда они вышли из порта Венециано. Слева тянулась гавань с лодками и мачтами. Впереди виднелся маяк, а справа начинался старый город. Тесные дома, за которыми прятались переулки. На набережной кто-то пил утренний кофе, кто-то делал первые фотографии на фоне башни, официанты выкатывали бочки меню, выносили стулья под тенты. «Направление старый город у нас одно», — заметил Томас. «Детали маршрута, как водится, обсудим с местностью». Анна посмотрела на узкие фасады впереди, прищурилась от света. «Местность выглядит хитрой», — ответила, — «но я готова дать ей шанс». Они шли вдоль Венецианской гавани. Вода слева слепила отражениями, справа фасады с вывесками таверн тянулись вдоль берега. Над ними висели гирлянды лампочек, сейчас еще выключенных. Каждый шаг приближал к той части Чании, где карта превращалась в набор тонких линий без очевидной логики. На пароме путь был задан. Каюта, ресторан, палуба, джакузи. Здесь каждая улица как отдельная возможность. Можно свернуть, можно пройти мимо, можно вернуться, и ни один вариант не прописан заранее. У поворота к старому порту они сошли с набережной. Улица сразу сузилась, дома приблизились друг к другу. Балконы нависли над головой. На одних сушились белье, на других свисала буйная бугенвилия. Где-то наверху скрипнула ставня, прозвучал тихий голос по-гречески. Пахло хлебом, кофе и чем-то жареным, пряным. Город окончательно просыпался. «У этих улиц больше характера, чем у некоторых людей», — заметил Томас, проводя пальцами по шершавой стене. «Зато от них никто не требует быть удобными», — ответила Анна. «Они просто такие, какие есть». Тележка с ящиками внезапно перегородила проход. Мужчина в синей футболке разворачивался в тесном проезде, и им пришлось прижаться к стене, пропуская его. Колеса чиркнули по камню так близко, что воздух у плеча Анны дрогнул. Она выдохнула только тогда, когда тележка миновала. «Вот и первое испытание на выживание», — прокомментировала, чувствуя, как мимолетное напряжение растворяется. «Уровень сложности — просто постоять и подождать», — оценил Томас. «Пока справляемся». Анна цеплялась взглядом за детали. Выщербленные ступени, маленькие иконы в нишах, кот, растянувшийся на подоконнике и лениво следящий за прохожими. Из одной приоткрытой двери тянуло лавандой и сладостью, лавка с мылом. Из другой — влажной прохладой и гулом вентиляторов. «Я все еще проверяю, это ли настоящий мир», — отметила она. На пароме все напоминало театр. Здесь живой фон, к которому мы подмешаны ненадолго. Несколько поворотов, и старый рынок нашелся почти внезапно. Здание с фронтоном и часами, несколько открытых дверей, за которыми кипело движение. Внутри запахи навалились сразу. Специи, сыр, рыба, свежий хлеб, мед, зелень. Голоса звучали громче, шаги отдавались эхом. За прилавками люди выкрикивали цены, переговаривались, перекидывались шутками. Кто-то улыбался, кто-то хмурился. «Священное место холодильников и чемоданов», — заметил Томас, оглядывая ряды. «Отсюда стартует местная кухня на вынос». «И место, где легко потерять голову и кошелек», — отозвалась Анна. Хозяйка киоска с травами протянула ей веточку тимьяна. «Smell good», — предложила, кивнув. Аромат солнечного, резкого зеленого ворвался в нос и будто прошелся по всему телу. «Very good», — ответила Анна, улыбаясь. Женщина что-то сказала соседу, тот посмотрел на них, тоже улыбнулся. Анна не разобрала слов, но в тоне сквозило доброе любопытство. «Мы здесь не только как покупатели. Мы у них сегодня часть утреннего анекдота».
Они вышли с небольшим куском сыра, баночкой меда и мешочком трав для мяса, или чтобы пахнуло домом. Тимьян тянулся из пакета вверх тонкой струйкой. «Теперь у меня официально пахнущий чемодан», — сказала Анна. «Это повышение». «Главное, что лучше, чем носки», — заметил Томас. «Значит, день уже удался». Дальше началась та часть, которую путеводители называют «Lost in the Old Town». Они шли туда, куда вела тень. Одна узкая улица выводила на маленькую площадь с деревом и лавкой, где двое мужчин молча пили кофе из крошечных стаканчиков. С другой стороны начиналась арка, под которой соединялись два дома. За аркой открывался новый кусок города. Лавка с керамикой, яркие тарелки на стене. Чуть дальше — Лезер-стрит с ремнями и сумками, развешанными плотно стеной. Анна то и дело касалась поверхностей: шершавой штукатурки, гладкой керамики, прохладного металла дверной ручки. «Мое тело все ходит и проверяет. Это правда?» — отметила она. Позади резко прозвенел велосипедный звонок. Турист на арендованном байке проскочил мимо с виноватой улыбкой, они в последний момент прижались к стене. «Вот и уровень сложности подвижные объекты», — заметила Анна, когда звук колес стих. «До сих пор без травм», — подвел итог Томас. В какой-то момент она осознала, что больше не понимает, где относительно отеля они находятся. Ни маяка, ни воды не было видно. Только новые переулки, вывески, балконы. «Кажется, пункт «заблудиться» мы выполнили», — сказала она. «Вопрос только, при какой стадии полагается паника?» Томас развернул карту. Сложенный квадрат бумаги на ладони выглядел уверенно, но взгляд, бегущий от линий к улицам, выдавал сомнения. На карте старый город казался почти логичным. Несколько осей, блоки кварталов, подписи улиц. В реальности все было чуть кривее. «Хорошая новость, мы все еще в Чанье», — произнес он. «Плохая, насчет конкретного адреса я бы пока не спорил». Под грудью у Анны коротко сжалось. Вот оно. Мое любимое потерялось в жизни, только переведенное в камень, — подумала она. «Есть часть тебя, которая реально нервничает?» — спросила вполголоса. Томас задумался, глядя не на карту, а куда-то поверх крыш. «Раньше да», — сказал. «В детстве потеряться в городе было почти как исчезнуть. Сейчас это больше похоже на тренировку». Он сложил карту пополам. «В худшем случае у нас есть телефоны, такси, люди, у которых можно спросить, и море, которое сложнее всего пропустить». Улыбка на секунду коснулась его губ. «Плюс ты», — добавил. «Пока вижу тебя, точно не пропал». Анна хмыкнула и сжатие внутри отпустила. «Давай проверим, как работает навигация имени случайности», — предложила она. Закрыв глаза, развернулась на месте и вытянула руку. Когда открыла, палец указывал на узкую улочку с полосой тени и вывеской небольшого кафе, под навесом всего 3 столика. «Вселенная показывает на кофе», — сообщила она. «Я бы не спорила». «С таким аргументом трудно», — согласился Томас. Кафе оказалось почти пустым. За одним столиком мужчина с газетой, за другим девушка с ноутбуком. За стойкой пожилой хозяин в белой рубашке вытирал стаканы. Запах кофе и выпечки вытекал на улицу тонкой полосой. «Two frappe, please», — попросил Томас, показывая 2 пальца. «Cold coffee». «Of course, my friend. Sit». Хозяин махнул рукой к столикам. Они выбрали место ближе к краю тени, откуда было видно кусочек неба и проходящих людей. Первый глоток фраппе принес холод, горечь и слабость пенки. Тело отреагировало благодарности как на маленькое чудо. «Местная версия кнопки «Освежить»,
— сказала Анна, ставя стакан. На блюдце лежала тарелочка с маленькой выпечкой, на компанию. Томас откусил кусочек, кивнул. «И местная версия «ты все еще здесь», — добавил. «Все вокруг может быть незнакомым, но кофе — узнаваемый союзник». Они какое-то время молчали, слушая, как хозяин обменивается репликами с мужчиной за соседним столиком, как в глубине кухни звенит посуда, как на улице кто-то громко смеется. Нервное «где мы?» внутри Анны незаметно сменилось спокойным «интересно, куда еще попадем?». Взгляд скользнул по Томасу. Он сидел, откинувшись на спинку стула, держал стакан двумя руками и смотрел на улицу, не как человек, контролирующий ситуацию, а как тот, кто готов смотреть, что она предложит. «Даже если я не знаю, где мы, я знаю, кто рядом», — отметила она. Мысленно на место Томаса аккуратно встал другой силуэт. Интересно, как бы Макс смотрел на эту улицу, если бы сидел здесь, напротив меня, мелькнуло. Комментировал бы прохожих, спорил бы с хозяином насчет рецепта или просто молчал и рассматривал. От самой идеи что-то едва заметно дрогнуло под кожей. Не желание, а скорее любопытство, вперемешку с легким страхом. Она тут же вернула взгляд к Томасу, словно поймали на краже мысли. «Знаешь, что мне нравится?» — спросила, чтобы проговорить хоть часть того, что было безопасно. «Что сейчас мы не проходим испытания, а просто идем. И все, что с нами было на пароме, не делает нас отдельной лабораторией. Мы в городе, среди людей, и все равно остались собой». Томас повернулся к ней, на лице отразилось внимание. «Мне тоже так кажется», — сказал. «Как будто то, что мы проверяли там, теперь проверяется здесь, но под названием «жизнь», а не «особый случай». Уголок его губ смягчился. «И пока что у нас получается не терять друг друга, даже если теряем улицы», — добавил он. Анна кивнула. «Для одного утра это неплохой результат», — согласилась. Она допила кофе и поймала в себе странное легкое возбуждение. Не про секс, а про предвкушение. Интересно, что ждет за следующим поворотом, и в смысле улиц, и в смысле нас. И что к этому добавится вечером, когда к нашему «мы» снова примешаются Лена и Макс. Обратно к гавани они вышли не по тому же пути, но вышли. Сначала на более широкую улицу с магазинами, потом на открытое пространство, где воздух стал чуть прохладнее от близости воды. Запах соли, крики чаек, гул голосов. Старый порт снова собрал вокруг себя туристов и местных. «Пункт «чуть-чуть потеряться» зачеркиваем», — сказал Томас. «Пункт «не сойти с ума» тоже», — ответила Анна. Они остановились у перил. Маяк торчал на своем месте, дома вдоль дуги порта выглядели так, будто с их точки зрения ничего особенного не произошло. Люди фотографировали друг друга, официанты махали меню, чайки спорили из-за чего-то на воде. Внутри Анны отозвалось тихое «мы справились». Не отчет о подвиге, а нормальный итог дня, прожитого вместе. «Этот город не знает, что у нас было джакузи, паром, ночь в отеле», — подумала она. «И ему не нужно это знать. Достаточно того, что мы сейчас идем по нему, вдвоем. Вопрос лишь в том, как изменится это ощущение, когда к вечеру нас станет четверо». Она посмотрела в сторону одной из узких улиц, уходящих вглубь старого города. Где-то там, за несколькими поворотами, оставались непройденные участки лабиринта и городского, и их собственного. Томас повернулся к ней. «Вода или тень?» — спросил. «По дуге», — предложила Анна. «Чуть к воде, чуть в тень, а дальше пусть опять решают улицы». Они двинулись вдоль набережной, уже зная, что в этом городе можно заблудиться, и все равно выйти. Хотя бы к морю, хотя бы к друг другу. А вечером к этой траектории добавится еще один круг, вчетвером, и тогда станет понятно, что именно подкинет следующий поворот.